ту ночь в архиве военного госпиталя в Красногорске погас свет, и только аварийная лампа дрожала над шкафами с историями болезней. Ординатор Вера Лукина пришла туда за старой выпиской для комиссии. Ей оставалось 3 месяца до защиты, и она боялась лишнего шума больше, чем усталости. Но у уничтожителя бумаги застрял лист, мокрый от разлитого чая. Вера вытащила его пинцетом. На бумаге стояла фамилия рядового — Матвей Громов. Возраст 21 год, часть Вмулино. Диагноз был страшный. Токсическое поражение печени, почек и легких после закрытых полевых испытаний. Под листом лежала другая копия, уже подписанная заведующим отделением, полковником медицинской службы Романовым. Там тот же Матвей числился здоровым, симулирующим слабость ради увольнения. Вера стояла среди пыльных папок и слышала, как за стеной гудит старый лифт. Потом подняла глаза. За стеклянной дверью архива Романов смотрел на нее спокойно, будто давно ждал именно этого движения ее руки. Полковник не вошел сразу. Он только поправил очки и медленно провел ладонью по стеклу, оставив мутный след. Вера машинально спрятала обрывок в карман халата. Она знала Романова 12 лет по фотографиям в коридоре. Молодой врач в Чечне, усталый хирург в Сирии, начальник, которого слушались даже генералы. Его имя произносили тихо, с уважением и страхом. Когда дверь открылась, пахнуло холодным табаком и дорогим одеколоном. Романов спросил, почему она одна в закрытом архиве. Вера ответила, что ищет приложение к протоколу. Голос предательски сел. Он улыбнулся почти сочувственно, как улыбаются больному ребенку. Он сказал, что некоторые бумаги вредят живым сильнее, чем пули, и что молодым врачам полезно отличать правду от служебной ошибки. Потом его взгляд остановился на ее кармане. В коридоре зазвонил телефон. Где-то хлопнула дверь дежурной сестры. Вера поняла. Если сейчас отдаст лист, Матвей Громов исчезнет не из палаты, а из человеческой памяти. Утром Вера нашла Матвея в палате на 4-м этаже, где лежали те, кого не показывали комиссиям. За окном мокрый снег прилипал к серым веткам тополей. Матвей сидел на кровати, завернувшись в армейское одеяло. Лицо было желтоватым, губы сухие. На тумбочке стояла кружка с остывшим чаем и лежал дешевый телефон с треснувшим экраном. Он не удивился Вере. Только спросил, пришла ли она снова брать кровь. Сказал это без злости, почти устало. Словно за последние недели злость тоже забрали анализами. Вера представилась и спросила о тренировке в Мулино. Матвей отвернулся к окну. Потом сказал, что их подняли ночью, вывезли к старым ангарам, велели надеть респираторы, но фильтры выдали не всем. Он помнил белый туман над снегом и смех капитана, который говорил, что солдат должен терпеть. Через сутки у 3 началась рвота. Одного срочно увезли в Нижний Новгород. 2 подписали отказ от претензий. Матвей ничего не подписал. Поэтому его сделали симулянтом. После обхода Веру вызвали в кабинет Романова. Там всегда было слишком тепло. На стене висели грамоты, фотография у березы и портрет его погибшего сына в курсантской форме. Полковник не кричал. Он умел говорить так, что крик казался милостью. Положил перед Верой характеристику из университета и напомнил, что ее мать работает фельдшером в районной поликлинике под Тверью. Зарплата маленькая, здоровье слабое. Он сказал, что ведомственная комиссия уже решила вопрос. Громов уволен по дисциплинарным основаниям, лечение оплачивать некому. Молодой человек, возможно, болен, но армия не должна отвечать за каждую слабую печень. Вера спросила, кто изменил лабораторные данные. Романов долго молчал. За окном грузовик сгружал коробки с реактивами, и дворник посыпал ледяной двор песком. Потом полковник произнес, что иногда один рядовой стоит меньше, чем программа, от которой зависит безопасность страны. Вера вышла с дрожащими руками. В кармане лежал обрывок листа, но теперь он казался не уликой, а приговором ей самой. Вечером Вера вернулась в общежитие для молодых врачей. Узкая комната пахла стиральным порошком, сыростью и чужими ужинами. На подоконнике подмерзала земля в горшке с алоэ. Она положила обрывок на стол и долго смотрела на фамилию Матвея.
Потом достала из чемодана старую фотографию отца. Майор санитарной службы Сергей Лукин стоял у полевого госпиталя, сутулый, с перевязанной рукой. Отец умер, когда Вере было 16, официально от сердечной недостаточности. Мать много лет шептала, что он слишком много спрашивал после гибели солдат на учениях. Документов не осталось. Только молчание, переезды и вечный страх перед людьми в форме. Вера всегда говорила себе, что станет врачом без героизма. Просто будет лечить, не спорить, не ломать жизнь матери. Но теперь на ее столе лежала такая же тишина, только с другой фамилией. Она позвонила домой. Мать сразу услышала неладное и попросила не вмешиваться. Вера сказала, что уже поздно. После этих слов в трубке стало тихо, будто снег занес всю деревню. На следующий день Матвея перевели в изолированный бокс под предлогом подозрения на инфекцию. У двери поставили охранника из комендантского взвода. Медсестрам велели заходить только по письменному распоряжению. Вера увидела распоряжение случайно, на посту. Подпись Романова была ровной, почти красивой. Причина звучала убедительно. Угроза распространения неизвестного вирусного агента. Но анализы не показывали вируса, они показывали отравление. И кто-то убирал эти результаты из электронной системы быстрее, чем лаборатория успевала их загружать. Вера пошла к инженеру Сергею Панкратову, худому человеку с вечным термосом и красными глазами. Он чинил компьютеры госпиталя и ненавидел начальство осторожной, старой ненавистью. Сначала Сергей отказался, сказал, что у него ипотека, дочь в 8 классе и больная теща. Потом Вера показала ему 2 листа. Он долго смотрел на фамилию Громова. Затем тихо сказал, что в системе бывают тени. Не удаленные записи, а следы. Их можно поднять, если успеть до ночной перезаписи. До полуночи оставалось 7 часов. И Романов уже начал закрывать двери. Сергей провел Веру в серверную через прачечную. Внизу шумели машины, пахло горячей тканью и хлоркой. Женщины в синих халатах молча катили тележки с простынями, будто ничего необычного не происходило. Серверная была тесной и холодной. Зеленые огни мигали, как глаза насекомых. Сергей сел за старый монитор и начал искать резервные журналы лаборатории. Вера стояла у двери и слушала коридор. Ей казалось, каждый шаг наверху принадлежит Романову. Через 20 минут Сергей нашел первую запись. Кровь Матвея содержала следы промышленного растворителя и соединений, которые обычно не встречались на обычных учениях. Потом нашел вторую запись. Автор изменения. Служебный доступ заведующего отделением. Сергей побледнел. Сказал, что это уже не халатность. Это приказ, за который люди ломают не карьеру, а судьбы. Они скопировали журналы на флешку, спрятанную в корпусе старого пейджера. Когда Вера вышла из прачечной, охранник у лифта попросил ее пройти к начальнику службы безопасности. На его лице было не равнодушие, а жалость. В кабинете безопасности пахло мокрой шинелью и кофе из автомата. Майор Кузнецов сидел за столом, не поднимая глаз от ее пропуска. На окне таял снег, оставляя серые дорожки на стекле. Он спросил, где она была последние 40 минут. Вера ответила, что в прачечной искала белье для бокса. Ложь прозвучала плохо. Она сама это услышала. Кузнецов вздохнул и велел ей выложить все из карманов. Телефон, ключи, ручка, пачка салфеток. Пейджер Сергей велел спрятать под стельку, и теперь Вера чувствовала его всем телом, как камень. Майор говорил спокойно. Упоминал режимный объект, недопуск, уголовную ответственность. Потом неожиданно спросил, знала ли она лейтенанта Андрея Громова. Вера не знала. Кузнецов сказал, что это старший брат Матвея. Погиб под Пальмирой, вытащив 2 раненых. В семье осталась мать, школьная учительница из Перми. Он вернул Вере пропуск и тихо произнес: «У него тоже есть сын в армии». Но дверь открыл не он. На пороге стоял Романов. Романов посмотрел на майора так, что тот сразу поднялся. Вера впервые увидела, как взрослый, сильный человек становится меньше от одного взгляда начальника. Полковник попросил оставить их одних. Кузнецов медлил, но вышел. Дверь закрылась мягко, почти вежливо. Романов не искал флешку. Он достал из папки приказ об отстранении Веры от практики.
Основания. Нарушение санитарного режима, самовольное посещение изоляционного бокса, психологическая нестабильность. Она прочитала документ и почувствовала странное облегчение. Когда тебя уже ударили, перестаешь бояться самого удара. Полковник сказал, что завтра Матвея перевезут в гражданскую больницу по месту прописки. Без статуса военной травмы, без специальных препаратов, без права на восстановление документов. Вера спросила, зачем ему это. Романов резко потер переносицу. На мгновение в нем проступил не начальник, а измученный человек. Он ответил, что программа испытаний должна продолжаться, что страна окружена врагами, что слабость одного солдата не может остановить работу сотен специалистов. Вера поняла, он не считает себя преступником, и это было страшнее любой угрозы. Ночью Вера пробралась к боксу Матвея через лестницу для белья. Охранник дремал, уронив голову на грудь. На посту мигал телевизор без звука. Матвей лежал с закрытыми глазами. Его дыхание было коротким, будто каждый вдох проходил через ржавую сетку. Вера измерила пульс и увидела синяки от бесконечных капельниц. Она рассказала ему не все, только то, что нашла настоящие анализы и попробует передать их комиссии. Матвей выслушал спокойно, потом попросил не рисковать. Он сказал, что в армии быстро учат простой арифметике. Есть офицеры, есть планы, есть отчеты. Рядовой нужен, пока стоит в строю. Потом он становится расходом. Вера возразила, но он перебил ее слабым движением руки. Из-под подушки достал маленький значок с красной эмалью. Значок принадлежал брату Андрею. Матвей носил его вместо талисмана. Он попросил передать матери, если не успеет сам. Вера взяла значок и вдруг поняла, что завтра комиссия будет не спором врачей. Это будет последняя попытка вернуть человеку имя. Комиссия заседала в старом корпусе, где еще сохранились мраморные ступени и тяжелые двери советского времени. На стенах висели фотографии маршалов, и, казалось, они смотрят не на людей, а сквозь них. Веру туда не пустили. У входа стоял тот же охранник, уже бодрый и виноватый. Он сказал, что она отстранена приказом и не имеет права присутствовать. В зале Романов докладывал ровным голосом. Через приоткрытую дверь Вера слышала отдельные слова: симуляция, дисциплина, семейная склонность, отсутствие связи с учениями. В коридоре появилась Нина Павловна Громова, мать Матвея. Невысокая женщина в старом пуховике держала папку с грамотами сыновей. Лицо у нее было спокойное, но пальцы так сжимали ручки сумки, что побелели костяшки. Она приехала ночным поездом из Перми. Ей никто не объяснил, почему сына не пускают к телефону. Вера хотела сказать правду, но рядом стояли люди Романова. Тогда она молча вложила в ладонь Нины Павловны значок Андрея. Женщина поняла быстрее, чем любой чиновник, и пошла к двери зала. Нину Павловну не хотели впускать. Секретарь комиссии растерялся. Охранник загородил проход, кто-то сказал про регламент. Но мать погибшего офицера умела ждать у дверей штабов и госпиталей. Она не кричала, просто достала удостоверение сына, пожелтевшее письмо от командования и фотографию двух мальчиков у Пермской набережной. Андрей в форме, Матвей еще школьник, смешной, с короткой стрижкой. В зале стало тише. Романов поднялся и произнес, что понимает ее боль, но медицинские вопросы не решаются материнскими слезами. Нина Павловна посмотрела на него без ненависти. От этого взгляда он почему-то отвел глаза. Она спросила, почему у здорового сына отказали почки, почему документы менялись ночью, почему мать узнает о переводе из чужих уст. Вера стояла в коридоре и чувствовала под стелькой пейджер с копиями. Ей нужно было попасть внутрь, любой ценой. Сергей Панкратов появился у лестницы с тележкой для оборудования. Он не смотрел на нее, только чуть приподнял крышку ящика. Внутри лежал белый халат старшей лаборантки и пропуск, который еще не успели заблокировать. Вера вошла в зал через боковую дверь, неся коробку с пробирками. Никто не обратил внимания на лаборантку в маске, пока она не подошла к столу комиссии. Романов узнал ее первым. Его лицо не изменилось, но пальцы сжали край кафедры. Вера сняла маску и положила на стол распечатки. Сказала, что это резервные журналы лаборатории, где видно первоначальные результаты и время их изменения.
Голос дрожал, но каждое слово было слышно. Председатель комиссии, генерал медицинской службы Аркадий Сазонов, долго смотрел на листы. Потом спросил, каким образом она получила сведения. Это был опасный вопрос. От ответа зависело, станет ли улика правдой или нарушением режима. Вера сказала, что готова отвечать за способ. Но сначала комиссия должна ответить за больного солдата. Романов назвал ее самозванкой и обвинил в подделке. Он говорил уверенно, почти победно. Слишком многие в зале были обязаны ему карьерой, лечением, рекомендациями. И тогда из коридора донесся шум колес. Двери распахнулись. Майор Кузнецов вкатил Матвея в инвалидном кресле, укрытого серым одеялом. Матвей выглядел хуже, чем ночью, но сидел прямо, обеими руками держась за подлокотники. Нина Павловна шагнула к нему, но он едва заметно качнул головой. Ему нужно было говорить самому. В зале никто не знал, как обращаться с рядовым, который должен был молчать. Матвей сказал, что не просит наград, не просит мести. Он просит записать в документы то, что было. Ночной выезд, белый аэрозоль, сломанные фильтры и приказ продолжать тренировку после первых жалоб. Романов резко перебил его. Назвал рассказ следствием интоксикации и медикаментов. Сказал, что парень не понимает, чем рискует. Матвей усталой рукой достал из рукава маленький диктофон. Старый, с облезлой кнопкой. Он объяснил, что сосед по палате научил включать запись незаметно, после того, как Романов приходил убеждать его подписать признание в симуляции. Сазонов потребовал включить устройство. Вера смотрела на полированную поверхность стола и видела в ней свое бледное лицо. Если запись окажется пустой, их всех раздавят окончательно. Сначала из диктофона пошел шорох. Потом кашель Матвея. Затем голос Романова, приглушенный, но узнаваемый. Он говорил не для комиссии, поэтому звучал иначе, сухо, раздраженно, без медицинской учтивости. Он предлагал Матвею подписать отказ от претензий, обещал перевод ближе к дому, угрожал, что мать лишится выплат, если дело получит дисциплинарный ход. Потом прозвучала фраза, после которой зал будто вымер. Романов сказал, что анализы уже заменены, а настоящие никто не увидит. И добавил, что рядовой не должен путать себя с человеком, от которого что-то зависит. Сазонов остановил запись. В тишине за окном слышался скрежет лопаты дворника по льду. Романов не оправдывался сразу. Он смотрел на Матвея так, будто тот совершил личное предательство. Потом медленно сказал, что запись сделана незаконно и не отражает всей ситуации. Но в зале уже изменился воздух. Люди начали отводить глаза от полковника. Вера впервые заметила, что на груди Романова висит медаль слегка криво. Раньше это казалось невозможным. Пока комиссия спорила, в госпиталь приехали двое из военной прокуратуры. Их вызвал Кузнецов еще ночью, когда отпустил Веру из кабинета. Он не сказал ей, потому что сам не был уверен, хватит ли смелости довести дело. Романов увидел прокуроров и побледнел, но последнюю попытку сделал жестко. Он заявил, что испытательная программа засекречена, а разглашение данных грозит государственной безопасности. Сазонов ответил, что государственная безопасность не требует поддельных анализов. Эти слова прозвучали буднично, без пафоса, и поэтому ударили сильнее. Веру попросили передать носитель. Она вынула пейджер из-под стельки. В зале кто-то нервно усмехнулся, но тут же замолчал. Сергей Панкратов у двери сделал вид, что поправляет очки. Прокурор опечатал устройство и распечатки. Матвея отправили на срочное обследование в специализированное отделение. Нину Павловну допустили к сыну официально, по пропуску, как положено человеку, а не просительнице. Романова пока не задержали. Ему велели оставаться в кабинете. Именно это спокойствие было страшнее наручников. Потому что система, которую он считал своей броней, впервые начала считать его лишним. Следствие длилось 3 недели. Вера каждый день ходила по тем же коридорам и чувствовала, как стены меняют отношения. Одни кивали ей незаметно, другие отворачивались, словно она принесла в госпиталь заразу. Романова отстранили. Его кабинет опечатали, портрет сына сняли со стены и поставили лицом к подоконнику. Это сделал не следователь, а санитар, которому когда-то отказали в операции для жены.
Выяснилось, что Матвей был не единственным. Еще 4 солдат после учений в Тапа-Пастата. Мулина получили странные диагнозы и подписали бумаги под давлением. Один умер в гражданской больнице, где его лечили от пищевого отравления. Вера читала эти материалы ночью и впервые поняла настоящий вес документа. Бумага может стать бинтом, а может стать камнем на груди. Матвею начали лечение, но врачи говорили осторожно. Почки работали плохо, легкие восстанавливались медленно. Полного возвращения в строй уже не будет. Нина Павловна не плакала при людях. Только однажды Вера увидела, как она в коридоре гладит пустой рукав его старой шинели. Открытое заседание проходило не в большом зале, а в обычной комнате при госпитале. Столы сдвинули буквой «П», поставили графин воды, включили тусклые лампы. Снаружи началась оттепель, из крыши капало на металлический козырек. Романов пришел в гражданском костюме. Без формы он казался ниже и старше, но держался прямо, будто все еще принимал парад. Он признал замену документов, но назвал ее вынужденной мерой. Говорил о приказах сверху, о давлении, о погибшем сыне, который верил в сильную армию. На секунду Вере стало его жалко. Потом прокурор зачитал показания солдат и заключения экспертов. Жалость стала холодной, потому что боль не дает права превращать чужих детей в расходный материал. Матвей выступал последним. Он говорил медленно, иногда останавливался из-за кашля. Сказал, что не хочет, чтобы Романова ненавидели, хочет, чтобы больше ни одна мать не искала сына по закрытым коридорам. Решение объявили вечером. Романова лишили должности, звания и передали дело в суд. В коридоре он встретился с Верой взглядом и впервые не нашел, чем ее запугать. Весной снег сошел быстро, оставив во дворе госпиталя грязные островки и прошлогодние листья. Матвея перевели в реабилитационный центр под Москвой. Он учился ходить с тростью и раздражался, когда его жалели. Вера навещала его после смены. Нина Павловна привозила пирожки с картошкой и всегда оставляла один для Сергея Панкратова, хотя тот уверял, что не заслужил. Майор Кузнецов однажды принес Матвею новый телефон и сказал, что это не подарок, а списанное имущество. Все сделали вид, что поверили. Вера восстановилась в ординатуре, но путь стал тяжелее. Ее не увольняли, однако на совещаниях замолкали, когда она входила. Преподаватель мягко посоветовал выбрать гражданскую больницу после защиты. Она не спорила. Теперь она знала. Правду редко встречают аплодисментами. Чаще ее сначала боятся, потом торгуются с ней, и только после этого признают. Однажды Матвей показал ей письмо из части. Несколько рядовых написали коротко: «Спасибо, что нас услышали». Вера перечитала эти слова 3 раза. В них было больше смысла, чем во всех грамотах на госпитальных стенах. Через год Вера приехала в Пермь на небольшую церемонию. В школьном музее открывали стенд памяти Андрея Громова и отдельную папку с историей Матвея. Не героическую, честную. За окнами шел мелкий снег, хотя был апрель. В классе пахло мелом, мокрыми пальто и старым паркетом. Нина Павловна стояла рядом с сыном, положив руку ему на плечо. Матвей опирался на трость, но уже не прятал слабость. Он передал Вере тот самый значок брата. Сказал, что теперь это не оберег, а напоминание. О том, что молчание тоже бывает приказом, и его можно не выполнить. Вера хотела отказаться, но Нина Павловна кивнула. Тогда она взяла значок и почувствовала холод металла в ладони. Романов получил срок. Программа испытаний была пересмотрена. Некоторым семьям вернули выплаты и звания в документах. Это не воскресило умерших и не вернуло Матвею здоровье. Но в одном архивном шкафу появилась тонкая папка с правильной фамилией, правильным диагнозом и настоящей подписью. Иногда справедливость выглядит не как победа. Иногда она просто перестает лгать. Подпишитесь на канал, оставьте комментарий и поделитесь этим видео.